Вот. И дальше хотела бы представить Ануш. Она тоже ученица мастера Айзека Чонга, и вот она поделится своим опытом и практическими навыками физиологии. Да, да, конечно. Скажите, по вашему мнению, рубцы, полученные в результате чего-то в детстве, это всегда обязательно будет плохо? Это знак. Не обязательно это плохо. Для чего вы узнаете вот этот плоскопический аспект? Для чего он вам? Вот вообще люди древности интересовались этим. Для того, чтобы знать, что вот там, впереди, будет что-то не очень хорошо. И уже подготовиться к этому периоду. Так вот, когда вы, например, у ребенка вы увидели, что появился шрам, особенно, вот знаете, ветрянка, это действительно вот просто показывает идеально. Очень много. Да. После акне. Да. Это обязательно это знак, который вы можете, если у вас есть знания, то вы знания физиогномики, то вы, безусловно, эту ситуацию смягчите. Смягчите, либо обойдете. Потому что у меня есть такие случаи, когда я говорю, я вижу у тебя на лице развод, но если ты сделаешь вот сейчас вот таким образом или вот таким образом, у тебя есть выбор. Либо ты будешь одинок и потеряешь все, либо ты будешь вместе со своей женой. Но нужно сделать небольшую коррекцию. У меня был пациент, у которого на лице четкий знак, что вот он буквально через 3 года станет вдовцом. Это жесткий знак, представляете, настолько, что он потеряет. Даешь ему рекомендации, и он говорит, слушай, мы вместе, как будто бы мы снова начали жить, вот как будто бы как муж и жена. Вот это действительно для этого вам дано, для того, чтобы вы были на шаг впереди, для того, чтобы вы были удачны. А если вы видите на лице знаки, что вот буквально через 2 года у вас будет прорыв, так вы за эти 2 года подготовитесь. По полной. Подготовитесь для того, чтобы встретить свою удачу вооруженной. Потому что ведь мало того встретить удачу, ее же нужно еще удержать. Удача дама капризная. Да, я все-таки... Да, вот все-таки. Ануш? Да. Вопрос, вот вы сказали, можно подготовиться к удаче, да? А что получается, если мы к удаче не подготовимся, то мы можем пропустить ее мимо, если она у нас на лице написана? Если Бывает она... так, самое интересное, что интересный вопрос. Не только отрицательные моменты, да, сбываются, но бывает такое, что человек прошел. Почему это очень важно? Вот на лице вы можете еще прочитать время и место. На нашем лице представлены, помимо того, что стороны света. Я знаю свою самую сильную сторону. Если у меня идет встреча важная с человеком, я ее назначу в определенной точке города, где мне принесет удачу эта встреча. Так вот, а вдруг вы в этот момент, когда у вас идет удача, и вы идете в направлении, в худшем, в обратном направлении, конечно, вы пройдете мимо удачи. Несмотря на то, что, да, может быть, у вас просто ситуация пройдет, но будет кратковременный успех. Это ответ на ваш вопрос. Можно чуть-то? Да. Буквально одну фразу. Это просто когда вы подготовлены к встрече удачи, вы как гораздо больше бонусов от нее получите, чем если вы не подготовлены. Размер будет просто меньше, вы ее не пропустите, просто размер будет меньше. И еще хотела бы вас всех успокоить, нет плохих лиц, нет плохих черт. Понимаете, если нас Вселенная создала такими, значит мы нужны. Просто нужно найти свое место. Там, где вы будете удачны, там, где вы будете счастливы, там, где вы будете наполнены любовью. Ануш, пожалуйста, вот Ануш расскажет вам о своем опыте, потому что она у нас тоже ученик Айзека Чонга. Ученик. Очень близкий. Ученица, прости, ученица. Меня зовут Ануш. В прошлом я адвокат. Забросила это дело. Видимо, был определенный позыв. Время пришло. И совершенно случайно на курсах, которые были связаны с фейс-фитнесом, с красотой лица, мне встретилась информация, что в мире, на свете существует древняя наука, китайская физиогномика, которая дает возможность прочитать лицо. Никогда у меня не было цели прочитать что-то, чтобы получить какую-то выгоду. Это всегда было исключительно как детский интерес, посмотреть красивое кино, редкое кино, артхаусное кино, то есть что-то вот такое, просто посмотреть, ахнуть, как это красиво, и пойти дальше. Я стала искать источники, где можно это прочитать. Естественно, наука закрытая, в открытом доступе есть все, что угодно, но абсолютно не то, что надо.
И, полагаясь на свою внутреннюю интуицию, я не пошла учиться ни в одну известную западную школу. Естественно, я подписалась в инстаграмах и так далее, на все возможные эти курсы, наблюдала, ничего у меня не откликалось. Я искала. Что я искала, я вам даже рассказать не могу. Просто искала. Вот я ждала чего-то. Долгая история, не буду занимать время. В общем, встретила я мастера. Меня предупредили, что, слушай, ну мастер не берет. Он давно уже определился, он не берет учеников, особенно из России. Как бы, ты, конечно, можешь постучаться к нему. Я постучалась, были определенные перипетии, он меня взял. И я вам хочу сказать, что физиогномика – это наука о высоких материях, а также это наука буквально о нашем бытовом. То есть каждый там найдет то, что он хочет. Если вам нужно встретить мужчину хорошего, любимого, подходящего вам, это для вас. Если вы хотите постичь какие-то высокие истины, это тоже для вас, в зависимости от того, у кого какой поиск, чего вы ищете. Я не буду как бы о высоком, я вам приведу небольшие примеры, как это у меня. У меня был в детстве приятель, у него была порвана мочка. Мне всегда было интересно, что это такое. Вот буквально в физиогномике я узнала, что это такое, потому что была история, связана с его папой, и когда мы стали с мастером учиться, конечно, я сопоставила возраст и так далее, и поняла, что это означает. Я сейчас как бы не буду забегать вперед, да, вам надо все это изучить. Тем самым я начала проверять. Мастер, у него есть прекрасная фраза, потому что для нашего западного мозга все, что говорят азиаты, это что-то из области фантастики. Мы не можем в это поверить, мы не можем это проверить. Нам кажется, что это какие-то басни, сказки и так далее. И он говорит прекрасную фразу. Проверяйте. Проверяй. Иди проверяй. Если ты убедишься, прекрасно. Но если нет, значит нет. То есть вот такой твой путь. Кстати, вот Елена задала вопрос, и девушки тоже задавали вопрос о том, что делать с нашим лицом. Вы прекрасно знаете, вы видите, что сейчас творится с женщинами. У нас тут подавляющее большинство почти женщин, здесь представители сильного пола, конечно. Что делают девочки, женщины? Меняют лицо, сильно меняют лицо. Я не знаю, откуда идет это потому что мужчины этого хотят, и потому что женщины этого хотят. Это вопрос уже другой. У меня есть приятельница. Она сделала татуаж бровей, исправила нос, буквально недавно приходит в гости, молчит. Я вижу, что у нее других губы. Я деликатно промолчала, раз она захотела скрыть, надо быть, конечно, очень наивным человеком, чтобы думать, что я этого не замечу, но тем не менее. И у нее начались проблемы с позвоночником и с ногами. И так как уже операция на нос была сделана дважды, смысла не было ее предупреждать, тем более она не спрашивала. Естественно, я хочу всех предупредить, что любые манипуляции, хирургические, жесткие, они приведут к определенным последствиям. И в принципе, я не знаю, вот когда люди собираются рожать ребенка, грамотные люди идут к врачу, сдают анализы, подготавливают свою пару, свой организм. Для меня, например, взять консультацию у физиогномиста на длительный период времени и постараться подстелить соломку, это самое мудрое, что может сделать человек. Но почему нет? Если вы собираетесь рожать ребенка, вы берете консультацию. Ну, не говорим о тех случаях, когда это необдуманно. Да, поэтому, может быть, изучать физиогномику дано не всем, но консультироваться, обращаться к этим специалистам, я считаю, что это личная гигиена вашей жизни. Так же, как и у стоматолога, так же, как и у гинеколога. Это вопрос гигиены. Если раз уж на Запад хлынула такая информация, такая возможность, ну почему бы не воспользоваться? Кто-то любит астрологов, кто-то, я, например, очень люблю кинезиологов, потому что я вижу аналогию между работой кинезиолога и физиогномиста. Теперь по примеру. Был у меня знакомый мужчина, я знала его супругу, у супруги был роман. И проверяя свои знания, совершенно очевидно было видно, что на его лице есть знак, в каком возрасте наша мадам сходила налево. Да, то есть, на самом деле, это страшное знание, потому что вы можете этим очень навредить. И поэтому нужно быть очень аккуратным, деликатным человеком, в определенной степени чистым, чтобы уметь управлять этим знанием. Нужно быть зрелым человеком. И забегая вперед, я вам скажу, что в январе, вот вы знаете, что мастер приедет, и я вам хочу дать совет от сердца. Это уникальная возможность просто хотя бы побыть
рядом и посмотреть, что он говорит, побыть в его ауре, попробовать что-то впитать. Ну пусть вы там не познаете каких-то глубин, но тем не менее, я думаю, что каждый из вас обязательно несет что-то очень важное. Одно дело это ученики, совершенно другое дело это первый источник. Это две большие разницы. Так что вторая у меня приятельница есть, у нее очень интересный род. И, конечно, когда я стала изучать физиогномику, я поняла, о чем говорит этот род. Вообще, на самом деле, очень интересно, когда ты смотришь на лицо человека, ты даже примерно представляешь, какие у него пристрастия в интимной жизни. И для приятельницы это было бы большой проблемой, если бы у нее не было бы соответствующего мужа. И у этой приятельницы огромное количество всяких секс-игрушек. Для нее это корректно абсолютно. То есть это соответствует ее темпераменту, это соответствует карте ее лица, и она счастливый человек. Почему бы нет? Да? Мы сейчас не будем там в пуританские какие-то моменты. Вот я к тому, что вообще физиогномика – это наука про принятие себя. Если вы рождаетесь с таким лицом, где у вас написан определенный темперамент, даже вот в этих опасных, закрытых темах, и если вы это про себя знаете, вы знаете, как это решить, как это запихнуть в социально одобряемые рамки. Да? Как не сделать так, чтобы вас называли гулящей женщиной публично и так далее. Как этим управлять? Потому что есть вещи, которые социум нам навязывает, или нам кажется, что это ужасно, что с нами это происходит, а это твоя природа, от природы не уйдешь. Если ты хищник, будь хищником, но будь экологичным хищником, да, старайся проявить свой темперамент, не навреждая. То есть это можно, в общем-то это можно. У меня было предложение, мне и моему мужу, мужчина с определенными чертами, у него был там рот, нос, Анжела вам уже открыла информацию, что нос это про бизнес, он нам сделал предложение, от которого, в принципе, любой нормальный человек не отказался. Мы должны были открыть совместный бизнес. Ну, естественно, после изучения физиогномики я попросила мужа не вступать в эти отношения, и мы не потеряли деньги. Поэтому вся эта информация, она очень практичная. Возвращаясь к подруге, у которой нос, рот, брови, все время она жалуется о том, что ей хочется замуж, ей хочется мужчину, который будет поддерживать, то, что она устала зарабатывать сама, иметь детей и так далее. Я все время говорю, масличком брови. Вы понимаете, те советы, которые простые, они не работают, мы не верим. Нам кажется, что должно быть что-то сложное, надо залезть на гору, 3 раза свистнуть, там, встать на перекресток, какие-то танцы с бубнами. Просто намазать брови маслом, причем у восточных народов есть специальные масла, которые действительно восстанавливают волосяной покров. Ну почему нет? Но она этого не делает. Она говорит, ты можешь понять, они не растут. Я говорю, я понимаю, что они не растут, я понимаю, о чем это говорит. У тебя ужасный гормональный фон, у тебя не будут мужчины. Они издалека будут чувствовать, что твоя гормональная система не готова ни к чему. Они не придут. Они должны почувствовать запах женщины. Ну, намажьте эти брови. В общем, купила, мажет. Что будет, расскажу вам в следующей серии. Так, я буду закругляться, я могу долго. В общем, физиогномика – это наука о принятии себя для меня, в моем видении. Анжела вам уже открыла очень важный секрет. Брови – это наши отношения. Когда человек рождается, он рождается голеньким. И если вы вспомните, в каком состоянии рождается малыш, в отличие от животного мира, он рождается абсолютно беззащитным. Он нуждается в уходе. И до самой смерти он все время нуждается в ком-то. Да, мы вырастаем, мы становимся самодостаточными, но мы глубоко социальные существа. Нам нужны партнеры, друзья, дети. И физиогномика обязательно научит вас выстраивать отношения. Это тот самый главный ключ, который позволит вам существовать в пределах вот этой земной жизни более или менее комфортно. Так что я призываю вас воспользоваться этой возможностью, потому что такая возможность выдается не всем. Кстати, вот я надеюсь, что мастер когда-нибудь приедет в Москву, но пока он в Минске, пользуйтесь возможностью. Спасибо за внимание. Спасибо. Да, действительно, это уникально, то, что мастер приедет к вам в Минск в январе. Да, и та близость, именно та первая передача информации, конечно же, из уст мастера, это дорогого стоит. Я действительно вас тоже, конечно, рекомендую и приглашаю вас принять участие, потому что ваша жизнь, вы уже не будете жить
так, как раньше. Вы будете жить намного счастливее, успешнее, потому что мои пациенты, мои клиенты, кто воспользовались такой возможностью, как проконсультироваться, да, их жизнь изменилась, они теперь живут по-другому. Каждое решение они принимают, уже смотрят. Каждое утро они встают и смотрят, как я сегодня выгляжу. Сегодня у меня будет встреча. Или там, завтра у меня будет такая же встреча. Потому что вы информацию на вашем лице буквально в течение 3 часов. Представляете, где это может быть? В течение 3 часов вы видите, что будет с вами. Я, например, прихожу к своим друзьям, они мне не говорят ничего. Я говорю, ну что, машину дочери купили? От себя не скроешь, говорят, ничего не скроешь. Это действительно, да, это действительно не спрячешь, не скроешь от человека.